на выходе бьет термальный источник температурой 73 градуса. Вообще это озеро искусственное, его построили в 2015 году. Вода горячая, и вот в этом бассейне, где мы сейчас с Алисой, она не такая горячая, как в том, который рядом. Да. Так, ну что, после горячих внутренних бассейнов мы решили все-таки зайти сюда. И что я могу сказать, что оно вообще не холодно. Поплыли. Блин, классно вообще. И сюда в основном приезжают с Сербии и Венгрии, так как это находится на границе с Венгрией. Сейчас осень, и мне кажется, это самое комфортное время приезжать вот сюда, в баню Пачир. Нас взяли очень много крови, мы сейчас ждем анализа. Я вам сейчас покажу пиццу размером 50 сантиметров. Ирин, Наташа. Ого! Вау, вау, вау. Тая, фотосессия пиццы. Да я не знала, что она такая большая. Сейчас Да, она реально огромная, 50 сантиметров. Это, считай, метровая. мы в геометрии не очень разбираемся. Поэтому... За начало наших 2 недель отдыха. Всем привет, мы едем в Италию, и это 2700 километров пути. Наша дорога пройдет через Сербию, Румынию, Словению и Хорватию. Мы уже на пароме. 5 минут, и мы будем в Румынии. Буквально вчера к нам из Киева приехала Наташа, моя кума, и она едет вместе с нами. К нам приехала Наташа. И мы пришли завтракать на Лонжерон. Мы выехали из Одессы в 8 утра. Алиса пожаловалась, что у нее сильно болит голова. Я напряглась, но подумала, может, утро не выспалась. Мы погрузили вещи и в путь. Но после парома на территорию Румынии Алисе стало хуже. Голова болела дико, она рыдала, я сильно нервничала и понимала, что дела плохи. И это не просто не выспалась. Ровно в 12 ночи мы были уже в ургентном отделении огромной детской больницы в Брашове. Мы ждем прием. Алису осмотрела несколько педиатров, и сейчас мы будем сдавать анализы. Пугает то, что кроме дикой головной боли других симптомов нет. Нас взяли очень много крови, мы сейчас ждем анализа. И как предварительно это гнойный отит. Хотя на уши она сегодня жаловалась только пару раз, и то, говорит, они у меня просто заложены. И на боль как таковую Алиса не жаловалась. Но доктор посмотрел и говорит, что там беда в ушках. Мол, отсюда и голова так сильно болит у нее. Ну, ждем, в общем. Из больницы мы вышли после 2 часов ночи. Оказалось, что у Алисы острая эритематозная ангина, фронтит и острый двусторонний застойный отит. Я скупила полаптеки. Теперь мы на антибиотиках и едем дальше. Алиса уснула. Всем доброе утро. Мы сейчас в Сербии. Мы наконец-то доехали. Погода плохая, как я вам показала в дороге. Мы здесь проведем одни сутки, и в этом доме мы остановились не просто так, а потому что здесь рядом есть очень интересное место. Это, конечно же, термальные источники, баня Пачир. Его мы вам покажем немножко позже. А сейчас давайте посмотрим дом. Дом большой, 40 евро в сутки. Вот такая гостиная. Алиса, покажи, какая там комната. Идем. Здесь такая маленькая комната, в которой я планирую закрыться и выспаться, потому что я за рулем сутки, я еще не ложилась со вчерашнего дня. Мы вчера в 9 утра выехали из Одессы, и вот я все это время в дороге. А я бью. Ты со мной ляжешь или тут ляжешь, да. И есть еще одна третья комната. Алиса, идем. Ну вот тут такая 3 кровати, шкаф и потолок невысокий. спальная. Да, здесь, наверное, Наташа ляжет, может быть, с Таей, а может быть, сама. Может быть, мы каждый ляжем в разных комнатах. Хороший дом. Кухню сейчас покажу. Здесь прихожая. Заходим, здесь у нас санузел. Такой большой, бойлер, там душ, душевая застеночка. Окно выходит во двор. Там вон моя машинка. Наташа там вещи тянет. И возвращаемся, получается, с этой стороны. И там кухня. Заходили. Так, что тут? Плита. Да. Моя посуда. Да. Холодильник.
стол. Ну, мы особо готовить не планируем, но, наверное, купим что-то готовое, либо пойдем в кафешку. Да. Вот так. Дождь продолжает идти. Вот такой домик сам. Традиционный, сербский, небольшой. Двор большой. Сейчас мы немножко отдохнем и поедем на термальное озеро Пачир. Здесь на улице есть вот такая зона отдыха. Зелененькая. Там можно мангал поставить, шашлык пожарить. Очень уютно. В общем, я довольна. Хорошо здесь так уютно. Мы в деревне находимся. Все, как я люблю. Тишина и спокойствие. Но еще бы дождь прекратился, будет вообще шикарно. Меня всегда тянет в частные дома. Иди, оденься давай. Иди, пожалуйста. Потому что мы вчерашнюю больницу пережили, такую ужасную. Мы уже с Алисой на антибиотиках. У нас 10 препаратов нам назначили. Мы все пьем, все купили. Быстренько иди одевайся. Все, бегом. Нельзя так бегать тебе. Я не знаю. Сейчас дам. Здесь вот такой классный камин настоящий. Ну что, мы решили сегодня в баню Пачир не ехать. Дождь продолжает моросить, и я, как всегда, я перепутала бронирование, и в Италии забронировала дом, на самом деле, оказывается, на день позже, чем должна была. И в итоге у нас завтра день выпадает, завтра солнце, классная погода, и мы в баню Пачир едем завтра. А сейчас в пиццерию пойдем. Здесь единственное заведение, где можно покушать, хотя я хотела домашнюю сербскую кухню. Но то, что есть, то и будет. В общем, едем в пиццерию. Я сербскую кухню вообще не люблю. Но это ты. Вообще невкусно для меня. Это не просто так. Деревня маленькая, и здесь вот единственная такая пиццерия есть, фастфуд, называется Маркос Фало. Мы заказали 2 пиццы с собой, потому что после дождя очень мокрые скамейки везде. Там мокрые, Алис, ну что, мы будем на мокром сидеть? Нет, с собой заберем пиццу. Ну что, здесь останемся? Да. Потрогай, реально сухие. Хорошо. Я вам сейчас покажу пиццу размером 50 сантиметров. Ирин, Наташа. Ого. Вау, вау, вау. Она просто гигантская, реально. На 2 дня нормально. Мы тебе поможем, мы как выпьем. Тая, фотосессия пиццы. Да я не знала, что она такая большая. Сейчас Да, она реально огромная, 50 сантиметров. Это, считай, метровая. мы в геометрии не очень разбираемся. Это сия. Это наша. Иди грязными руками после площадки. Давай руки вытрем. Приехали домой, уже не планируем никуда сегодня ехать, поэтому останемся у нас на веранде поедим. Погодка налаживается сегодня. Завтра должно быть солнышко. Так, ну что, за начало наших 2 недель отдыха. Ты-дынь. Алиса, меня? я тебя так соком, а ты выздоравливай, понятно? Болеть нам не надо. Итак, термальная баня Пачир. Здесь бесплатная парковка. Она довольно большая, но все под солнцем. И вот вход. Комплекс работает с 10 до 7 вечера. И это единственное в Сербии розовое озеро. Доброе утро, мы приехали в баню Пачир, приехали к 10 утра, одними из первых, и сейчас людей очень мало, водичка розовая, она должна быть к 12 дня где-то 30 градусов, потому что на выходе бьет термальный источник, температура 73 градуса, но сейчас на данный момент она такая комнатная, я бы сказала. Пузырьки снизу поднимаются. Баня Пачир – это термальный источник с лечебной водой, богатой минералами, как натрий, йод, сульфаты и бром. Вода выходит из глубины 1400 метров при температуре 72 градуса Цельсия, но охлаждается до комфортных 30-35 градусов. Раннее утро мы приехали одними из первых, и еще людей очень мало. Вообще это озеро искусственное, его построили в 2015 году, но выглядит оно как настоящее. Его построили, да, в форме природного озера круглого. Внутри есть 2 термальных горячих бассейна. Их построили немного позже, чем озеро, в 2018 году. Но сейчас идем потрогаем воду. Вода горячая, и вот в этом бассейне, где мы сейчас с Алисой, она не такая горячая, как в том, который рядом. Да. Здесь хорошо. Можно здесь нагреться и перейти на улицу в розовое озеро. Здесь Алиса везде стоит,
Да? Можно мне снять? Не, не снимай. Почему? Я волнуюсь. Мелко. И вода на ощупь вот такая вот тянущаяся. Эта вода полезна при ревматизме, кожных заболеваниях, для укрепления иммунитета, а также для укрепления костей. Здесь под водой есть вот такие скамеечки, на которых можно сидеть, получается, тебе воды вот так по грудь. Розовое озеро в Пачире имеет цвет и свойства термальных источников, которые можно встретить в Австралии, Сенегале и Боливии. А молодежь едет сюда даже из Белграда за крутыми фоточками в Инстаграм. Наташи, женщина там делает массаж больной руки. Как она узнала, что у нее рука болит, я вообще не поняла. Мы спросим у Наташи потом. Так, что я хочу сказать. Так как утро, в основном сейчас основная масса людей тусит в тех термальных бассейнах, которые внутри. Один очень горячий, 40 градусов, второй где-то примерно 36. Вот. Алису надолго не пускаю, потому что детям в горячей воде долго сидеть нельзя. Здесь на улице озеро, вообще оно 30 градусов, да, но сейчас вот реально с утра 30 нет. Оно комнатное, плавать можно, я сейчас зайду, Алиса тоже хочет, но я немножко переживаю, потому что мы же еще выздоравливаем, как говорится. Вот. Комплекс работает весь год, ну, и зиму, и осень, и лето, и весну. И сюда в основном приезжают Сербии и Венгрии, так как это находится на границе с Венгрией. Сейчас осень, и мне кажется, это самое комфортное время приезжать вот сюда, в баню Пачир. Нет такого количества людей, как летом, высокий сезон. Здесь безумное количество народу в этом розовом озере, особенно в августе месяце. Вот, и сейчас вообще супер. Так, ну что, после горячих внутренних бассейнов мы решили все-таки зайти сюда. И что я могу сказать, что оно вообще не холодно. Поплыли. Блин, классно вообще. Такой кайф. После горячих именно, хорошо. Ага. Я бы даже сказала, запах не серый, а немножко что-то такого йодистого я слышу. И слизь, вот скользкая вода для меня. Вход очень бюджетный, 500 сербских динар с человека, со взрослого, и 300 с ребенка. Алиса бесплатно, 500 динар это примерно на наши деньги 206 гривен, вообще дешево. На территории комплекса есть вот такой небольшой буфет, сейчас посмотрим, что там есть. Так, из моих познаний в сербском, то, что поняла я, какие-то сладкие блинчики, микика с сыром и кремом, картошка фри, хаса бургонья, понятия не имею, что это такое. Сначала, когда мы пришли утром, я думала, не зайду. Вода показалась такой прохладной, да? А сейчас вообще хорошо. Из минусов картой нельзя рассчитаться, только наличка и в динарах. Получается, если вы, например, даете в евро тоже можно, то сдачу вы получите в динарах. И если у вас купюра, как у меня, 100, да, то сдачу вы получите в кучу динаров, которые потом нужно будет где-то потратить. Вот так. А еще здесь есть интернет без пароля, поэтому можно будет устроить навигатор на локацию, которую нам надо. Да, Wi-Fi есть, потому что у нас в Сербии вообще нет интернета на своих телефонах. Ну вот, у нас тут Алиса рыдает, бежала, упала, телефон свой разбил. Ну потому что не надо брать такие места его. Все, не плачь. Плакать уже не надо. 15-й iPhone. Все. Не знаю, видно на солнце или нет. Ну, короче, нет, наверное, смысла даже стекло тут менять. Тая любит начинать идти плавать, когда я сказала, что скоро будем собираться и ехать. Ну, хорошая ж вода, да? Да, она какая-то такая, знаешь, как слизкая, как желе вот такое. Скользкая, да? Мне тоже заметила.
Наконец-то. Тая хоть окунулась. Есть переодевалки, душевые внутри. И вон там этот ресторанчик маленький. Мы провели здесь 4 часа, и, если честно, остались бы еще, но уже очень проголодались. Хочется чего-то горячего и домашнего, и я нашла хороший ресторан в 20 километрах отсюда. Едем туда. Там пообедаем, отдохнем, ну и потом уже прямая дорога в Италию без остановок. После источников мы приехали в ресторан с домашней сербской кухней, наконец-то. Хочу первое. Здесь так красивенько. Да, детская площадка. Пруд с карпами Коя. Такие здоровые. Привет! Классное место такое. Природа. Уточки плавают. Вообще круто. Для лимона, да, дали такую интересную штуку, чтобы в чай выдавить его. Так она уже по земле повалялась. Ну, Тай, ну ты как всегда. Нам с дороги уже так хочется жиденького чего-то. Заказали мы куриный бульончик, Алиса, да? Аккуратно, горячее может быть. Не спеши, зайка, горяченький. Похоже, что курочка в этом супе просто помылась. Ее нет. Ты помнишь. У нас дальний путь в Италию, и мы сейчас едим полезную еду. Салатики, супчик покушали. Потому что дальше будет Макдональдс и сухомятка в дороге. У тебя салат из огурца. Я, наверное, с собой что-то заберу. Наверное. Наверное, мы тебе поможем. Мне здесь все было очень-очень вкусно, кроме супа. Суп, конечно, отвратительный. Супы они варить не умеют. Постараюсь не забыть оставить вам ссылочку на этот ресторан, на локацию именно в описании. Кто будет здесь проезжать, обязательно заедьте, остановитесь. Рыбки потрясающие, пруд — это туалет с такими листиками. Ну и счет, конечно, вышел такой приличный, недешево. Все? Да, уточки. Мы едем дальше уже, в дорогу. Выехать из Сербии без интернета, без навигатора — это тот еще квест. По факту еду просто в направлении границы. Думаю, что утром мы уже въедем в Словению, но об этом в следующем выпуске.